Всем привет! Как все мы знаем, чем старее двигатель, сапун нас уже справляться будет хуже. Мы можем там менять сапуны эти постоянно. Но как ни крутите, поршневая группа, она все же с каждым годом будет больше подуставшая. Ну и у нас будет картерные газы. Как можно дальше их будет больше. Фух, ну, в сегодняшнем видео спасибо с Португалии Александру. Он мне сказал, у тебя есть? Спросил у меня здесь масло. Я говорю, ну, немножко есть, я смотрел, не критично, ничего страшного. Он говорит, там должно быть сухо, то есть там посмотри, у нас в Португалии откручивает пробку, и она как у тебя ведет, посмотри. Ну, я как открутил, положил, она чуть-чуть подпрыгивает, она не улетает, нигде ничего. Смотрю здесь у меня присутствует масло, немножко оно присутствует. Он сказал, что лучше все-таки, чтобы его там не было. И я эту тему поднял в интернете, и действительно, оказывается, все-таки нежелательно, чтобы в турбину шло масло, хотя мне мой друг рассказывал, что ничего страшного в этом нету, и оно смазывает там турбину, но на самом деле оно там не должно быть. И дальше идти это масло тоже не должно. И сегодня я буду показывать, что я буду делать для того, чтобы с ними бороться. Мне их немножко, этих картерных газов, но все-таки они присутствуют. Для начала я открою крышку, посмотрю на состояние мембраны, помою там, попротираю все, мембранку поставлю назад. Зачастую она, в принципе, или слабая может стать пружинка, или мембрана может порваться. Буду дальше показывать. Вот, можно заметить, есть масло, здесь есть масло. Это все мы будем промывать. Здесь вытираем по колечку. Обычно здесь, конечно, стоит еще прокладка такого цвета, как вот фильтр. Сейчас скрываем аккуратненько, смотрим на состояние мембранки и промываем там все. Готовимся к установке дополнительного оборудования для отсекания. Дальше буду показывать. Разобрал сапун. Вот стоит мембрана. Основное, что она целая. Но здесь может быть причина еще в этой пружинке. Она может быть уже мягче и чуть-чуть не справляться. Так, сейчас здесь все промываю, чтобы у меня все здесь было чисто. Все протираю. Колечки перед этим я здесь новенькие поставил. Те, что по цене сапуна. И дальше буду заниматься, буду показывать. Итак, прикупила сегодня, это у нас корпус, и в нем находится фильтр вот такой, я таких даже не видел, не знаю, что это за фильтр такой интересный. Это у нас получается масляный фильтр Газон, Волга. Я его прикупил и хочу установить где-то он там. Так вот, низ у него идет вот таким вот углом, и эта часть присоединяется там где-то к двигателю. Я ее вот здесь обрежу, вот здесь нарежу резьбу и заглушу, чтобы здесь не было у нас ни подтекания, ничего. Так как фильтр у нас будет выполнять отсекателя картерных газов или маслопомойка, там его называют, маслоотсекатель. Чем он хорош будет? Он очень большой, тем самым в него придется меньше заглядывать. Это первый момент. Второй.
Пусть у него здесь стоит этот фильтр, но я его, думаю, ставить не буду. Мне еще продавец дал еще один фильтр в подарок. Здесь написано масляной фильтр Москвич, Волга, Газель. Вот мы видим. Я его поставлю сюда. И он у нас все-таки как-никак масляный фильтр. То есть у них он, получается, прогоняет через низ. А у нас мы сделаем его как маслосборник и пустим вот сюда выход, сюда вход. Тем самым он будет проходить через вот этот фильтр. Сюда ставить его пока не хочу, потому что буду промывать. Предварительно все здесь повытирал, промыл сапун. Масла нет нигде, трубки тоже попромывал, чтобы потом понимать, будет все-таки где-то масло собираться или нет. Так, значит, занимаюсь тем, что нарезаю здесь резьбу. Надо будет придумать крепеж, как его туда поставить. Ну, прикупил, само собой, шланги, масло бензостойкие. И все это буду собирать в кучу и постепенно буду показывать, что получается. Ну и, конечно, в конце проверим, как это будет работать. И еще момент. Здесь стоят две пробки, открутил перед промывкой все. Чем он будет нам даже удобный, тем, что можно будет откручивать вот эту пробку, и она будет как сливная у нас. Мы будем сливать через нее масло. В принципе, без разницы. Можно сливать через нижнюю, но скорее всего я буду делать через боковую, так как здесь будет фильтр стоять. Ну а там будем смотреть. Может, будем откручивать вот верхнюю крышечку, тоже можно открутить, снять, посмотреть, что в каком состоянии там находится, сколько набралось. Все, промываем, двигаемся дальше. Нарезал резьбу. Посадил сюда на заглушку, промазал герметиком, прокладкой. Двигаемся дальше. Так, перекинул внутреннюю часть на этот фильтр. Тут у нас будет стоять снизу пружинка, две металлические шайбы, внутренние резинки. И здесь на штуке еще внутри есть пружинка тоже. Будет вставляться вовнутрь, закручиваться. Сверху будет одеваться с прокладкой. И зажиматься. Так, где-то здесь. А вот пробочка. Там у нас идет сверху, вот сюда. Осталось придумать крепеж. В принципе, сюда тут заглушил. Вход-выход, трубки, хомуты. Место придумать крепеж. Двигаемся дальше. Итак, установил я сепаратор так званый, отстойник, отсекатель масла, как бы его ни назвали. Закрепил его так, и там внизу не телепается, сидит хорошо. Шлангочка вот проходит, здесь соединение сделал. Ну и выход пошел вот сюда. Сразу это все дело надо проэкспериментировать, а потом можно будет все сделать чуть поприличнее, так сказать. Все, завожу, пробую, как оно будет себя вести. Так, сейчас у нас утро, тестирование вчера проводил, после вот того, как установил, проехал 40 километров, давил тщательно на тапок, тест показал себя офигенно, не было даже дыма, только после того, как я уже топтал где-то 140-150 и вдавил, чтобы сработал кикдаун, у меня появился дым. Ну, это означает, что все-таки этот пропуск будет идти. Но если ехать нормально и не наваливать
как дурачок, то оно справляется абсолютно своей задачей. Вот я сегодня снял, у меня обычно здесь стоит масло. Вот здесь. Немножко, но оно стоит. Сейчас его нет. Вот показываю. Здесь и здесь у меня тоже обычно вот ну, как бы есть, да? То масла нет. Так что маслоотсекатель картерных газов работает хорошо. За счет его большой глубины сбор этого масла будет, я думаю, ну не знаю, 5 может даже и 10. Буду проводить периодические проверки, смотреть, как быстро оно собирается там. И буду приводить его уже в нормальный вид. Это место оставлю так, как есть. Мне здесь, в принципе, все устраивает. Вот здесь, не знаю, может быть, сделаю, чтобы этот шланг большой не лежал там. Возможно, сделаю поворот. И вот сюда сделаю поворот. Ну что, тест проведен. Я, если честно, очень доволен. Теперь у меня получается из доработок. Здесь стоит подкачивальный насос. И он же обратный клапан. Хорошая штука, вещь, показала себя идеально. Ну и теперь моя доработка уже будет маслоотсекатель картерных газов. Ну, ставлю шланг назад и буду заниматься уже красотой. Прикупил 2 уголочка. Один пойдет вот сюда, а другой пойдет оттуда. И будет вот так вот, не будет там валяться. Все, закончил. Вот так проходит у нас магистраль. Снизу видно, там другие шлангочки идут. Так что оно более эстетично это все выглядит. Здесь поставил хомуты. Можно сделать еще идеальней. Это здесь нарезать больше диаметром резьбу, на нее одеть такого же диаметра шланг, и тогда у нас этот шланг будет идти и здесь такой же толщины. Возможно, я в будущем это все переделаю. В целом процедура закончена. Сегодня ехал, то я бы сказал бы, мотор стал работать намного тише, масло везде попадает там, и возможно из-за этого стал тише работать двигатель. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну, мне кажется, выглядит довольно-таки неплохо, и место хорошо для него выбрал. Все, ребята, комментируйте. Всем удачи, пока.